Премьера культового американского фильма катастрофы «Титаник» Джеймса Кэмерона состоялась осенью 1997 года, а уже 19 декабря начался мировой прокат. Картина, получившая 11 премий «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук, рассказывает о гибели одноименного круизного лайнера после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане в 1912 году. Фильм был не только великолепной демонстрацией визуальных и спецэффектов, которые были новаторскими для того времени, но и страстной и драматической историей любви. Лента принесла создателям колоссальные кассовые сборы в мире – более 1,8 миллиарда долларов во время своего первоначального проката, и эта сумма увеличилась до 2,2 миллиарда долларов благодаря последующим повторным релизам. В этом видео я расскажу, как сложилась судьба исполнителей главных ролей, как они выглядят и чем занимаются сейчас. Леонардо Ди Каприо. Блокбастер Джеймса Кэмерона принес ему всемирную известность и положил начало удивительной карьере, полной великолепных актерских работ и успешных фильмов. На момент выхода «Титаника» в прокат Леонардо Ди Каприо было 23 года, но уже тогда он был известен по роли Ромео в фильме «Ромео плюс Джульетта». В «Титанике» актер сыграл бедного молодого художника Джека Доусона, который мечтал попасть в Америку и выиграл билет на непотопляемое судно в карты. На борту Джек встретил свою любовь, но утонул в холодных водах Атлантики. Актерская карьера Леонардо Ди Каприо сложилась феноменально. После «Титаника» он снялся в нескольких десятках картин, включая такие картины, как «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит» и «Великий Гэтсби» и другие. Однако к заветному «Оскару» он пришел только в 2016 году, победив в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Выживший». В начале 2022 года Ди Каприо был номинирован на «Золотой глобус» за игру в фильме «Не смотрите наверх». Одним из последних вышедших фильмов с участием Ди Каприо – это драма «Битва за битвой». Сейчас в работе актера есть несколько проектов. Помимо актерской деятельности, актер ведет активную работу по защите окружающей среды. Актерская карьера Кейт Уинслет началась в 7-летнем возрасте с рекламы хлопьев, затем были телесериалы, постановки в театрах и, наконец, большое кино. Режиссер Питер Джексон выбрал ее среди 175 претенденток на роль в триллере «Небесное создание», которая тут же принесла актрисе премию Лондонского общества кинокритиков. Однако народная любовь к Уинслет пришла после «Титаника». Она исполнила роль девушки Розы, которую мать пыталась выдать замуж за богатого американца, но та, вопреки планам родителей, влюбилась в героя Леонардо Ди Каприо. Актерам приписывали роман и в реальной жизни, но они остались лишь друзьями. После «Титаника» на Уинслет обрушились предложения от режиссеров, но она очень тщательно подходила к выбору проектов. Тем не менее, за годы актерской карьеры в фильмографии оказались почти 40 проектов, среди них «Вечное сияние чистого разума», «Айрис», «Дорога перемен» и «Чтец», за работу в котором актриса получила Оскар. В 2021 году с участием Уинслет вышел сериал «Мэр из Инстауна», не только широко обсуждаемый, но и награжденный Золотым глобусом, Эмми и премией гильдии киноактеров. Одной из последних ее работ – рождественская семейная драма «Прощай, Джун». Картина стала ее режиссерским дебютом, в которой она также исполнила главную роль. Сценарий написал ее сын Джо, а также фильм «Аватар 3», где ее героиня Ронал – могущественная духовная наставница клана Рифов и жена вождя Танавари. До съемок в «Титанике» Билли Зейн успел засветиться в нескольких эпизодических ролях в кино, а также в паре серий культового сериала «Твин Пикс», трилогии «Назад в будущее» и новелле «Она написала убийство». Но всемирную славу актеру принесла именно роль жениха Розы в «Титанике», выжившего после крушения лайнера. В 2000-х годах портфолио Зейна стало активно пополняться работами разного масштаба и в разных жанрах. Он снимался даже в «Зачарованных», сыграв демона Дрейка, а также в клипе Аврил Лавин «Рок-н-ролл» и рекламе KFC. Ни один из проектов с его участием не смог даже близко приблизиться к «Титанику» по популярности. Впрочем, самого Зейна это не останавливает. Он продолжает сниматься,
А еще пробует себя в искусстве и даже устраивает выставки своих картин. Мой арт по стилю похож на мою актерскую игру. Это импровизация, комментирует Зейн. Я часто рисую на съемочной площадке, а затем лихорадочно пытаюсь соскоблить краску с пальцев перед выходом в кадр. Одной из последних крупных работ актера – биографический фильм «Вальсируя с Брандо». Актер играет Марлона Брандо примерно в 1970 году, когда тот строил экологический дом на Таити. В своем инстаграм актер публиковал кадры со съемок, назвав проект «Подлинная история Марлона как крестного отца экологического движения, возглавлявшего устойчивую архитектуру и дизайн с нулевым выбросом углерода на своем частном острове в 70-м году». Кэти Бейтс сыграла в «Титанике» светскую львицу и активистку Молли Браун, которой удалось выжить после кораблекрушения и получить известность как непотопляемая Молли. Это была далеко не первая и не последняя роль актрисы. К проекту Джеймса Кэмерона она подошла с Оскаром в руках за фильм «Мизери». Всего за долгую карьеру Бейтс трижды номинировалась на премию «Оскар», 6 раз на «Золотой глобус», 13 раз на премию «Эмми», 6 на премию гильдии киноактеров США и 1 на премию «Тони». В кошельке актрисы 2 «Золотых глобуса», 2 «Эмми», 2 премии от гильдии киноактеров и именная звезда на Голливудской аллее славы. Один из самых титулованных проектов в ее карьере – фильм о Шмидте, где ее партнером по кадру стал Джек Николсон. Бейтс также можно увидеть в таких сериалах, как «Американская история ужасов», «Теория большого взрыва» и «Офис». Последней масштабной работой актрисы стала главная роль в юридическом сериале «Мэтлок». Бейтс играет Мадлен Мэтти Мэтлок, скромную пенсионерку, чья внешность противоречит ее блестящему юридическому уму. Женщина решает вернуться к работе в престижной юридической фирме, и у нее есть свои хитрости, чтобы выиграть самые сложные дела. Помимо актерской деятельности, Бейтс участвует в исследовании лимфедемы и призывает женщин следить за своим здоровьем после того, как сама несколько лет боролась с раком. Фрэнсис Фишер в «Титанике» исполнила роль матери главной героини. До этого она сыграла в вестерне «Непрощенный» у Клинта Иствуда, от которого в 1993 году родила дочь Франческу Рут Фишер Иствуд. За «Титаником» фильмография Фишер пополнилась сериалами «Секретные материалы», «Скорая помощь», «Анатомия страсти», «Воскрешение» и «Касл». А в 2020 году она сыграла в рождественской комедии Netflix «Пара на празднике». Фишер задействована в фильме «Ржавчина», на съемочной площадке которого Алек Болдуин выстрелил в оператора. Полноценный релиз фильма в прокате в США прошел 2 мая 2025 года. Один из последних на данный момент фильмов с ее участием «Не тот Париж», романтическая комедия от Netflix, где актриса исполнила роль Берди. Фотомодель Сьюзи Эмис отметилась в «Титанике» в роли внучки состаревшей Розы, которой бабушка рассказывает историю гибели лайнера и трагедию своей любви. Эпизод не принес Эмис большого киноуспеха, однако именно на съемках фильма она встретила будущего мужа, режиссера Джеймса Кэмерона, и после этого ушла из актерской профессии. Они поженились в 2000 году. Пара до сих пор в браке и воспитывает 3 детей. За эти годы Эмис построила карьеру защитницы окружающей среды и сторонницы растительной диеты. В 2020 году Эмис с мужем стали опекунами одной из подруг своей тогда 16-летней дочери. Состарившуюся главную героиню сыграла Глория Фрэнсис Стюарт, которой на момент выхода фильма было 87 лет. Она родилась за 2 года до реального крушения «Титаника». В 1932 году голливудская красавица подписала контракт с Universal Studios и в течение последующего десятилетия появилась более чем в 40 картинах, в том числе «Человек-невидимка» и «Скандал в Риме», а также выступила одним из идеологов актерской гильдии. В годы Второй мировой войны Стюарт устроилась в мебельный магазин и давала резкие отказы на все предложения о съемках, вплоть до 1975 года. Из 14 номинаций «Титаника» на «Оскар» одна принадлежит ей за лучшую женскую роль второго плана. Кроме того, после премьеры фильма журнал People назвал актрису одной из 50 самых красивых людей мира, а сама она получила звезду на Аллее славы. В начале нулевых Стюарт можно было увидеть в фильме Вима Вендера «Отель. $1 000 000». В телесериале по мотивам детектива она написала убийство. В июле 2010 года она шумно отметила свое столетие, несмотря на диагностированный рак легкого. На празднике присутствовали, в частности, Джеймс Кэмерон и Сьюзи Эмис, а в сентябре того же года скончалась.
Бернард Хилл исполнил роль капитана «Титаника» Эдварда Джона Смита, английского морского офицера, который погиб вместе со своим судном. Актер родился 17 декабря 1944 года в Манчестере и там же обучался в школе драмы. На момент съемок «Титаники» он уже был довольно известен, в частности по сериалу «Парни на обочине». Но наибольшую популярность актеру принесла роль короля Теодона в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Всего актер сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах и скончался 5 мая 2024 года в возрасте 79 лет. Актер был преданным болельщиком Манчестер Юнайтед. Несмотря на солидный возраст, Хилл продолжал до последних дней не только сниматься в кино, но и посещал мероприятия. Второй сезон последнего сериала, где он снялся, «Ночные вызовы», вышел в день его смерти. Канадский актер Виктор Гарбер сыграл судостроителя и конструктора «Титаника», который был на борту судна во время катастрофы и до последнего не верил, что его творение пойдет ко дну посреди океана. После блокбастера карьера актера сложилась более чем удачно, особенно на театральной сцене. Он уже более 20 лет выступает в различных постановках на Бродвее. В октябре 2022 года на Бродвее показали музыкальную пародию на фильм Джеймса Кэмерона и на героя Гарбера в том числе. Актер посетил постановку, после написав в своем инстаграм «Это было весело». Актер ведет активную работу по повышению осведомленности о диабете. Самому ему этот диагноз поставили еще в возрасте 11 лет. В октябре 2024 года в Канаде, его родном городе Лондон, актеру вручили награду на кинофестивале Форест Сити за достижения в сфере развлечений. Последними масштабными работами актера являются комедийный сериал «Вы нам не подходите» и триллер «Диспетчер». Билл Пэкстон сыграл в «Титанике» роль охотника за сокровищами Брока Ловета. Его персонаж руководил экспедицией, которая искала знаменитый бриллиант. Именно благодаря рассказам Ловета главная героиня начинает свою историю, обрамляя весь сюжет культового фильма. Он выступает связующим звеном между современным зрителем и трагическими событиями 1912 года. Через призму его поисков и диалогов со спасшейся Розой мы узнаем историю гибели лайнера. Пэкстон родился 17 мая 1955 года в городе Форт Уэрт, штат Техас. Он начал сниматься в 80-х годах. В 1984 году исполнил эпизодическую роль в фильме «Терминатор». Среди наиболее известных его работ – роли в фильмах «Чужие», «Хищник 2», «Аполлон-13», а также исполнил роль во второй и третьей частях фильма «Дети шпионов». Пэкстон несколько раз был номинирован на премию «Золотой глобус», в том числе в 1999 году за роль в фильме «Блистательная ложь». Скончался актер в США в возрасте 61 года. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения после операции.